что вы смотрите? Всем привет, и вы на Черничном хуторе. Немножко похолодало, может это даже и хорошо. Можно будет работать, не потеть. Комары сразу где-то пропали. Планов столько сегодня на день, что я даже боюсь их озвучивать, вдруг не успеем. В общем, работы больше, чем времени в световом дне. Начинаем. Наверное, сегодняшний день начнем с дровника. Очень хочется хотя бы уже начать. Погоди, Чёлка, быстрее. Чёлка. Привет. Привет, куры. Скоро она их бросит. Яйца занесет. Что будем делать, не знаю. А тут только один петушок. Так уже хочется, чтобы кто-нибудь родился, а некому, никто не беременный. Кстати, Белка сегодня первую ночь сама своих козлов завела в овчарню переночевать. Белка. Да, я понял, ты понял, в чем дело, да? Ну, переночевать завела. А молока не дала? А ну дай молоко им. Сидеть, я тебе сказал. Булька, ты же молока хочешь или что? Все, стой, девочка. В одном много молока, в другом вообще уже нету. И они просто ее кусают. Поэтому надо вот так вот держать вас по очереди сидеть, я сказал. Дайте молока попить. У вас же не динозавр. Вы втроем родились, а у нее 30-ки нету. Что там, выпила, не? Сильно уже. А, все уже. Выцедили, да, тебя? Пошли, Белка, намажемся. Быстрее, пошли. Пошли, не давай уже больше ничего. Платье намажем.
все сытые, все довольные. Беги, белка. Едем на работу. Для того, чтобы наша конструкция не гнила, на бетонные столбики надо положить изоляцию, чтобы от бетона не шла влага на дерево. Надо сразу же наше дерево обрабатывать. Во-первых, это будет красиво, а во-вторых, какая-то защита. Вот только привезли это дерево, сразу какие-то короеды прилетали. Они чувствуют прям запахом. А здесь будут храниться дрова. И получается, с этих дров может легко короед на нашу конструкцию перейти. Взяли цвет палисандр, чтобы темненький был. Каждый столбик разлаживаем наш рубероидик. Дрова будут в печку. Травник будет 6 на 3. Поэтому те балки 6-метровые, а эти 2,80. Мы хотели сегодня еще и бульку постричь. Но я смотрю, погода опять не очень. Холодно и, наверное, будет, да? Может, пошли козлята без рожи. Кстати, на самца козла мы решили, куда его делать. Помните, мы в прошлом году ездили в реабилитационный центр? Да? И вот у них там были козы. Так что я думаю, если им подогнать англо-нубийского козла, то никто не откажется, правда? То, что у нас его надо уже резать, потому что он не дает белке прохода, из-за этого и самки плохо растут. И он кусает вымя. А так мы через месяц завезем. Там он точно будет дольше жить, чем у нас. Обезрожим сегодня? Да. Там рога в живот. В общем, почитал в прошлом ролике комментарии, как все-таки закрепить. Ну, кто-то написал действительно, как деды делали, это самое надежно. Но больше было, что деды делали так, потому что не было тогда металла. А сейчас, говорит, купи в магазине, говорит, вот такого уголка и не мучайся. А еще, если дорого, то нагни сам. Так что садим на уголочек. В гараже еще нашел специальные такие крепления для балок. Они тоже нам сюда подойдут. Вообще, если честно, я сегодня представлял себе по-другому работу. На Валберисе заказали пропитку. Получилась какая-то
Масляная краска. У нас еще летний домик стоял, который мы снесли. И под ним был такой демлер. Вот давай где-нибудь еще по центру подложим. Мужики сказали, что пол может прогнуться, что ей подложите. Может как раз этот демлер будет подойдет сюда, да? Ну-ка, ну-ка, оп-оп-оп. Чуть-чуть можно подкопать в этом месте. Самый раз, да? Вместо столбика. 10 столбиков было. Ну вот такое у нас основание получилось. Под каждую лагу еще добавили по бетону. И вот оп, получается можно ходить. Доски у нас толщиной 32, а шириной 150-ка. Не прогнуться 100%. Друзья, весной мы не поехали в Астрахань, потому что в этом году ввели запрет на вылов воблы. Но в июле и в августе мы по-любому поедем и в Астрахань, и на Камчатку, ведь билеты уже куплены. А с собой мы возьмем карту Тинькофф Блэк. Это выгодная дебетовая карта для тех, кто живет в России или просто часто приезжает, потому что по ней выгодно переводить деньги в другие страны СНГ, например, Беларусь, Армения, Узбекистан и другие. И, кстати, чтобы ее оформить, не нужен паспорт Российской Федерации. Достаточно паспорта вашей страны. Я, например, живя в Беларуси, все равно часто пользуюсь ей. Например, перевести деньги родственникам в Беларусь. А в поездке в Россию она будет пригождаться и в кафе, купить билеты на самолет, в гостиницах. Да даже просто банально заплатить за платную дорогу до Астрахани. А главное преимущество этой карты – это бесплатные переводы. Оформив карту по моей ссылке в описании, вы сможете переводить до 100 000 рублей в месяц. Оформляйте карту Тинькофф
и пользуйтесь всеми ее преимуществами. Это специальный роговый выжигатель. Приобрели мы его на kslv.by. Когда жили в деревне, то вызывали ветеринара, он выжигал. А отдаленность хутора от людей заставляет тебя и поросятам яйца отрезать, да? Да. И рога выжигать. И с столяром, с слесарем работать. Все научились делать. Почему мы выжигаем рога? Надо каждый раз напоминать зрителям. Потому что сейчас будут обзывать нас этими какими-нибудь извергами. Козы, они очень вредные, и они могут не только хозяину глаз выбить, они могут любому животному живот пропороть. Поэтому самая главная причина, белка бы наша тоже была бы с рогами. И за это время она даже без рук стекла легко вышибает. Видели? Поэтому и все Нубийский. нубийские козы, я кому-то сейчас голову отрубаю. Все нубийские козы, они обязательно с рогами. Все. Редко там какая, может, 1% из 100 без рога. А у нас они будут вот такие большие. Представляете, если мы сейчас не дадим ей рога, козочки, то вряд ли кто вообще купит эту козочку. Я бы, например, рогатую козу не купил бы. Сама пришла. Готова? 3 минуты боли и потом целая жизнь удовольствия. Все, белка. Закроем тебя. Закроем белку, чтобы она нам не мешала. Потому что они будут, конечно, чуть-чуть орать. Что? Рогатая никому не нужна. Листа. Пошли покажем зрителям, какие у тебя рога большие растут. О, ты меня уже в губу ударила. О, какие. Как у черта. Уже и так за большие. Да, надо было это раньше сделать. То Пасха, то день рождения, то... Чем раньше, тем им безболезненнее. Пей, молока. Там литр сейчас высосешь по-любому. Сейчас, ты будешь красивая. Они нас сейчас вообще не боятся. Они подходят, ласковые такие. После этой процедуры будут неделю не подходить к нам. Будут бояться. Ну ничего. Нельзя быть рогатой козой. Рогатая коза — это только шашлык. А для того, чтобы пошла в люди, надо такую операцию провести. Некоторым яйца, некоторым хвост, а вам рога. Всем надо что-то удалить. Так уже хочет кушать. Злится. Психолог. Гавкает, что собака. Ну, разве это коза? Черт рогатый какой-то. Они такие еще мягенькие еще пока. Ну это уже больно бьется. Его губа до сих пор болит у меня от тебя. Наш аппарат еще накаляется, роговыжигатель. А она думает, что она просто балдеет на солнышке. Кстати, вот посмотрите, какой у нее красивый цвет появляется. Она же была более белая. Поэтому белку когда-то белкой назвали. Видите, она уже какая рыженькая становится. А еще потемнеет. Ну, а ушки какие о, красивые, пятнистые. Ну, 3 минутки надо будет потерпеть всего лишь. Поорать тут немножко, повырываться.
Вздохнула, как будто поняла. Кстати, их тоже будем продавать. Козла подарим, а коз будем продавать. Ты что, тебе мамка, если что есть, что и не идешь к ней? Вот, уже нагревается. Вот, получается, вот так выжигаешь. По-живому, да. И сам рог он остается. Главное по кругу шкурку выжечь, по которой идет питание к рогам. У нас как-то знакомые просили приехать им выжечь рога. Помнишь, Валь? Угу. Тебе их вообще не жалко. Ты приехала, профессионально вырвала, а своим так жалко. Да. Жалко, да, своих жалко. Ветеринары уже там они обрезают, пришивают и вообще, ну, то есть профессиональные врачи, а своих постоянно жалко. Между ног эти... Лапы между ног. Ну ты охренеет сейчас. Давай, вот так вот. Подожди. Эти между ног, а задние зажимаешь вот так вот локтем, вот эти вот локтем, Ага. вот так, да. Вот эти вот так, да. Только не шевелиться. Да что-то было вообще, так лежали, так любили друг друга. А что сколько раз так Пускай надо? остынет. Пускай остынет. Сейчас я еще опалю, и тогда мы скинем его. Так все уже. Не-не-не, еще не все. До 10 секунд надо. Дольше нельзя, потому что накаляется. Фу, дальше лежит такая, фу, что это было такое? Смотри. Думает, фу, давай больше хозяин так не делай вообще. Но еще не убегает, смотри. Фу, ты ж прекрати так делать. Ой. Нужно его скинуть. И уже видишь большой, видишь, уже касается выжигателя. Да, уже видишь, за большое. У девочек легко, вот у мальчиков сложнее. Ну, вы видите, после этой боли, когда в череп ей всунули кипяток, сколько здесь градусов? 700, по-моему. Прикинь. И она дальше сидит такая, фу, что непонятное было. Давай еще раз. Давай. Не, он еще не... Это только кожица свежая. Да? Точно. Сейчас еще будем выжигать. Уже за большие, видишь? Большие рога очень. Уже за большие. Уже их невозможно стереть. Еще не готово. О. Все. Один рог не стало Сейчас одного. мы подождем чуть-чуть. Пускай она остынет, чтобы вся кожица шевелилась. Все шевелится, больше ничего не объять. Вален профессионализм. Вот этот рог. Вот эта шкурка от рога. Нету. Коза лежит. Кровь еще даже вот только начинает выступать, пока даже крови нету. Сейчас еще в такой рожок. И мы тебе белку придержим, и ты попьешь у нее молочка. Ну вот, не убегает даже. Не убегает к мамке. В шоке сидит. Валь, как ты так умеешь делать? У тебя уже, смотри, реально, это ж такое мучение. Она даже не убегает от нас. Согласен, обидненько, конечно, было. Давай еще одного и иди к мамке. Все, они уже больше расти не будут. Они на таком этапе уже потом зарастут просто. Затянутся и все. Затянутся кожей и все. Но уже большие рога. Уже даже вот этот роговыжигатель, вот он Касается их. касается до этого, мы уже передержали. А на какой день надо было? На 15-й, наверное, да? Ну, чем меньше, тем лучше. Я не знаю, они как-то... Что-то у нас много. То огород у нас был, то день рождения, то Пасхи. У нас постоянно не было до вас времени. Самое главное, чтобы вот эта кожица, По кругу ходила вот так, да? чтобы от нее не было подпитки никакой. Чтобы больше
Этот рог уже замрет на таком этапе. Давай. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. Давай второго. Давай. Давай, девчонка, тебе чуть-чуть потерпи, чуть-чуть, а потом будешь высокоудойной козой. Ну все, чуть-чуть. Сейчас пойдешь к мамке, я тебе мамку так буду держать, я тебе говорю, все молоко твое. Белку загнали, потому что белка насчет нас толкать, забирать козленка. Проходили такое, да? Да, да. Козы очень переживают. Давай еще, давай. Все есть, да? Это называется и остались от козлика рожки до ножки. Все. Сейчас мы их еще сделаем. И всё. Будет отлично. Так, мы с тобой запшикаемся. Холодненький. О, все. Ну вот. Козочка первая готова, без крови. Что, белку позвать? Пошли к мамке, идем. Белка, иди, тебя зовут. Иди, дай молока, иди. Иди, дай молока. О, видишь? Давай, подержу тебе ее. Белка, иди сюда. На, иди. Вот эту чудо-то. Большую хватай. Ну так она. Раз сразу пьет, значит стрессануло мало. Обычно как-то они больше кричали у нас. Эти вообще какие-то такие. Ну, эти ласковые такие подходят, а те не подходили так, как эти. Те козлы раньше. Ага. А знаешь почему? Почему? Потому что белка без нас их почти не кормит. Точно. И получается, Да. мы у них ассоциируемся как кормильцы. Да. И поэтому они смотрят, рога выжигают, думают, это ж мамка. Так нужно, значит. Да. Эти ласковые. Хотя их много, но ласковые. Все три, ну. Все попил? Пошли, белка, назад, сейчас другим будем еще так делать. Пошли. Белка, заходи. Заходи. Давай. Так. Вот я поймал. Белую. Пошли тоже стричься. Белка, выходи, белочка. Белка, смотри. Дай молока и быстрее, срочно второй тоже. Я обещаю всем молока за операцию. Давай. Белка, молочка дай. Я поправлю, Васька. Видишь, они стой пьют. Если у белки были рога, то подгузнику, нет, панталону, да? Она бы ему пузо вскрыла, а не он ей. Да. Но кроме панталона она бы скрыла бы всему двору эти пузы. Стекло легче выбивать было бы. Она даже не разгонялась бы. Белка, пошли, заходи назад. Козла бы еще. Нам бы еще козла, заходи. Быстрее заходи назад, быстрее. Этот вообще здоровый. Этот вообще рогатый. А ласковый.
Вот это от первой козочки рога. Вот это от второй. От козла большие. Но мало того, что козла большие, так сейчас ему надо не делать не 2 дырки, а 4. Тут надо делать 8 такие специальные, потому что у них еще вот здесь может отрастать отросточки. Козлам надо терпеть в 2 раза больше. Вот, так что у них еще вот такое вот сделали, да, чуть больше, чем всем. Все. Кто перемотал, тот слабак. У нас ни один козел не пострадал. И даже не как в сказке остались от козлика рожки до ножки. У нас все на месте осталось. Вот, все на месте, и никто не плачет. И сейчас еще и молоко будут с удовольствием пить. Пошли. Не пусть. Пошли. Белка в панике аж выбегает. Белка, иди быстрее сюда. Белка, смотри, тут козел. Белка. Я ему рога вышибаю. Белка. Она же за 2 раза поняла, чем это оборачивается. Что ее обманывают. Сейчас опять сдаивать будут. Белка, ну выходи. Выходи, Белочка. Белка, иди сюда, Белка. Она даже не зовет. Ах ты хитрая такая, а. Иди сюда, Белка. Пошли. Это ж твой козел. Пошли. Козлу что же надо попить молочка. Подумаешь, козел. Так, ты уже пила. Дай козлу попить. На. Смотри, он так больно кусает, вот меня вот промазывает. Да, кусаются очень больно. Поэтому белка им не дает. Вот он только что промазал мимо соска, меня за руку так вкусил. Они ж не переживают, что деснами надо смахтать. И вот во втором соске закончилось молоко. И она его специально еще кусает и злится. Типа, дай молоко, дай молока еще. Так, идем, намажу тебя. Эти изверги тебе их закусали, да? Тебе клеем таким невея просто какая-то хорошая. Все, беги, белка. Беги. Наконец-то мы это сделали. Да. Бульку будем стричь или нет? Посмотрим, если распогодится, то будем еще, а если нет, то нет. Ты хочешь, чтобы она дома ночевала? Выпустим наших индюшат погулять. Доски наши высохли, можно их уже прибивать.
Пошли. Идем, Булька. Я тебя не подниму, ты такая тяжелая. Булька, пошли. Булька, ты попалась. Ты такая красотка, Бузочка. Клещи есть? Есть. Очень мало, но есть. Что на таблетку выпила или не дохлая? Ну, присосавшийся Да, прямо? да, да. Вот здесь в ухе был один. Может, он сдохнет? Бурка, ты чего? Ты ж выпила хорошую таблетку. Ну так глобально нету много. Ну вот. Нет, тут нету. Вот в ухе, вот видишь, сидит. Да, клещ. Ну, вот тут, по-моему, еще один. Вот тут. Вот еще один.
покажи свои подмышки. Ну что, Булька, все? Все, иди гуляй. Иди гуляй. Все, молодец, Булька, беги. Все. Булька, иди ко мне. Булька. Все, убежала. Ну все, получается, готов наш пол. Причем готов на 100%. Он уже и отторцован, и покрашен. Я надеюсь, выдержит он пару тонн дров, да? Вот на это все уже можно ставить конструкцию. Слышишь, как выглядит как сцена какая-то, да? Можно выступать. Что? Неси колонку, будешь петь. Выступать? Да. Мы с Валей на Пасху пошли в караоке. Можно, Валя, это рассказывать или нет? Сели вдвоем за столик. И подходит, ну, мы спели одну песню, вторую. К нам какой-то мужик подходит. Говорит, а споете? Что он сказал? Круг, тишина. Я говорю, ну, споем. И он начал деньги. Я говорю, нам не надо, говорит, деньги. Мне, говорит, на, говорит, деньги, спой только. Кинул 20 рублей, куда-то ушел. Ну, потом, пока наш круг уже это... Мужик куда-то этот уже пьяный ушел. Мы официантке говорим, ваши посетители нам почему-то деньги дают. Она говорит, о, вы, говорит, даже в плюс выйдете. Ну, в общем, мы 20 рублей ей подарили. Ну, спели мы этого круга. Что-то хуже всех, что из всего, что мы пели, это получился круг. Хорошо, что тот мужик заплатил и ушел, да? Но на фоне тех людей, что там пели, мы лучше всех пели. Это потому что нам казалось. Так. Ну что, будем дальше ставить или нет? Будем или нет? Давай. Козы без рогов. Булька, я смотрю, Булька даже не выходит с будки. Зализывает. У Бульки такое сейчас состояние, знаете, что ограбили, раздели средь бела дня. Что случилось?
Дик почему-то гоняет индюшков, а индюшка его бьет. Посмотри, вот сейчас опять такой же, как помнишь, как он павлинят завалил? Да-да-да. Сейчас опять вот такой же это. И получил только что от нее, и стал вот и смотрит на нас, на нее, на нас, на нее. А ходят вместе и индюк, и белая индюшка. Все водят их. Дик, иди сюда. Тут не отвлекешься, иди сюда. Ну, видишь, уже понял, что на бедокуре ушел сразу. Глаз за глаз за ним надо, за этим бандюгой. Сегодня через дырку этой сетки курица выскочила и целый день с павлинами гуляла на улице. А цыплят своих бросила. Яйцо снесла. В общем, получается, она уже их отпускает во взрослую жизнь. И нам надо им это не мешать, поэтому, скорее всего, сейчас потемнеет. Выносим их в общий курятник. И пускай уже привыкают ко всему, к павлинам, потому что куда их уже держать? Они уже взрослые. Снята опалубка уже с нашего здания. Вот что получается. Идемте посмотрим. Так, место для трактора. Здесь теплая комната будет, где будет стоять бойлер и скважина. Здесь будет у нас зернохранилище. Тут у нас павлинник, это курятник. Свинарник выше, для того, чтобы свиньи не прогрызли блоки, потому что мы будем строить же с газосиликатных блоков. И тут у нас овчарня. Что дальше тут у нас по работе? Из-за того, что такое тут оно громадное, поэтому ручной труд здесь не приветствуется. То есть мне надо сейчас 200 квадратов, считай, здесь, да, надо эту землю выкинуть всю наружу. Вот эту вот, да. Это я буду неделю выкидывать вручную. Поэтому Неделю, месяц, неделю. это надо взять трактором, выкинуть эту всю землю вот так вот наружу, разровнять. Потом насыпать песка. Перед этим надо провести канализацию, что мы уже начали делать на улицу по канализацию, потом Скважину. скважину пробить. Так, электричество у нас заведено. Потом утепляем, заливаем. И когда уже залито, тогда внутрь ставим, внутрь завезем блоки, потому что надо, чтобы они здесь, чтобы было удобно сразу строить. Чтобы не вот там вот блоки были выгружены, правильно? Поэтому сначала полы заливаем. Ну, фундаменту нужно месяц постоять, поэтому в течение месяца мы это все должны подготовить и сделать. Ну, как бы так раньше, да, думали, что месяц должен усадку дать. Там даже некоторые даже говорили раньше, когда мы еще туда дом строили, что усадку фундамент дает целый год. Ерунда это все, наверное. Ну, в общем, уже с трактором договорились. Трактор, когда эту всю землю чернозем уберет, утеплитель тоже заказали. В общем, ну, не стоит, хотя, ну, кажется, все стоит на месте, но уже у нас уже это все заказано. Пошли дальше наш дровник делать. Почему-то говорят, что не дровник, а дровяник. Я не знаю. Морозиловка, а не морозилка.
Ну вот стойки ставлю 2,10. Выше мы дрова уже не сможем складывать. Это уже опасно. Поэтому ставлю такой по максимуму. Ну и двери. Дверей не будет, просто проем оставляю сколько? Метр ровно оставлю, да? Если метр ровно проем, ну с дровами ты влезешь, правильно? И все. Дверей не будет. Пойдет? Вань. Можешь и больше делать. Просто это первый в жизни мой дровник, я ж не знаю, какой проем делать. Ну вот примерно, если такой вот будет, смотри. Так, это не сюда, чтобы на меня ничего не упало. Вот так вот, хватит же нам места. Не? Может, хватит. Ну и все. Ну вот, сейчас на такие уголки наживим, а уже между собой, когда скрепим, да, оно будет очень сильное и крепкое. Пока что это так. Это ж каркасное строительство. Сейчас вот так вот сделаем и все. Павлины очень любопытные. Им обязательно нужно подойти к маленьким. Но индюшка молодец, защищает. О, коршун полетел, как... Все цапли испугались. Павлик.
Все идеально. Получается, передние у нас выше, а эти двухметровые будут. Вот. И скат у нас получится 20 сантиметров. Валер собачий у нас тоже скат 20 сантиметров. Получается, одинаковое все будет. Столб на спину упал, что-то Ты что? ну, что-то немножко в глазах потемнело. Сильно там? Ну, Да? да. Ладно. Рабочая травма. Мне ж когда-то Юра печки-лавочки каску купила, я, видишь, без нее хожу постоянно. Ювелирная работа, короче. Пошли уже. Пошли индюшат загонять. Ну, тут индюшат загонять, цыплят загонять, хозяиновать. Я думаю, даже если ночью будет ураган, хоть наш каркас еще полностью не готов, но его ветер не развалит. Немножко закрепили. У меня уже крылья подгибают, холодно, замерзли. Валь. Рыжий до самого дома провожает, может сейчас с ними и домой пойдет. Батяня, да? Ну классно, что он их не бьет, еще и павлинов отгоняет от них. Пошел. Может загоним их, пускай сидят. А чего, пускай сидят. Они, может, под ними сидеть будут, как под индюшкой. Ну, Уже давай, их не бьет. пускай сидят с ним. Иди, заходи. Не бойтесь. Все, еду съели, нате новенькой. На. Сейчас вы уже на субботу пойдете. Будет 100 раз легче. Ухаживать не надо. Сами куда зашли, сами поели, попили. Привет. Так что, просветим яйца? Конечно. Нам подписчики прислали яйца из Минска. И там шабо 10 яиц, да? Да. И 10 яиц тоже бентамок ситцевых. На букву С. Ситцевые. Ситцевый банк. Пойдем. Сейчас просветим. Уже сколько они уже неделю лежат, если не полторы? Если не две. Во, эти два петуха, да? С яиц. Вот эти вот. Ну. Давайте.
А их большие не бьют? Они верткие. Да? Они с курами большинство бьются. Таких его... Ну, представляешь, он тут петух, он его между ног пробежал. Это Который низ тоже. тоже заиграно. Тоже заиграно. О, все уже, они уже даже скоро О, вылупятся. это видно. Что? Не, пойдет. Пойдет? Да. Они же 16 апреля. Они уже большие. Они уже со дня на день вылупятся. Вот это давай сюда. Вот это болтун. Да. Это, кстати, ситцевое, это не шабо, так что все хорошо. А, И, два штуки. и это шабо, да. Получается 7 штук заигранных. Потом, когда вылупятся, как мы будем кидать? Все на черничный хутор. С курицей? Конечно. Если петушка тебе притащу, хорошо. Знаете, боится. Курица? Да. Собачьи будки? Давай твою коробочку. Лупятся? Ну да. Ну да. Так что? А эту на день раньше посадил? Ну это 16-го. Зарабейте. А курица большая или маленькая? Большая. А что, как она его задушит? Короче, это, давай мне быстренько то яйцо, быстренько побегут. Так что делать? Засовывай назад под нее или что делать? Ну, Все, пускай лупятся. Уже что вылупится, то вылупится. Дай мне это яйцо уже достану. а я-то думаю, что она сегодня не вышла кушать. Ну тут все будут на это. Ситцевая. Эту на один раньше день? Да. То потом вот под тут всех цыплят, и там через штук там будет штук 15 может. Там 7 яиц. Тут может штук было 10. И будет штук 15, если вылупится, то хорошо. Тут 11. 11? Да. Ну, И так там а вылуп- 9-20. Ну а вылупится-то Ну неизвестно. 12 может. И все, стой, привезете и все. Хорошо. Новая кровь будет капана. Оно не раньше, ну вот 16. О, коршун пролетел, смотри, большому по барабану, а маленькие предупреждают. Ну да, слушай, ребята. Как-то так. Что, надо их переносить? О, круто, они еще под ней спят. Она еще, значит, не отказалась от них, только мечтает. Яичко снесла. Ну, пару дней и откажется уже. Сначала перенесем воду с едой. Эти яйцо наши. Может, тут пчеловода... Пчелок предлагал еще петуха привезти. Может взять петушка еще сюда. И тогда они еще детей наделают. Заигранные яйца тогда будут. Что, ловлю тогда их? За ноги. Давай, давай. Пускай. Малыши. Малыши его. Не, а смотри, орет только петух. Видишь? Куры молчат. Все, мамка здесь, все здесь. А сюда мы перенесем пчеловода к вахтушку. Пошли. Пошли. Цыпочки, вот ваш новый домик. Тут домой шашкой до сих пор пахнет. Надеюсь, они сразу здесь не подцепят. Самый счастливый. Видите, ваша еда, ваша вода. Вы как дома, может, будете здесь. Пускай здесь 3 дня посидят, потом начнем выпускать, да? Привыкнуть, что это их дом.
Я думаю, там еще есть такие побольше. Можно будет их потом объединить. Сюда, да? Да. Надо и петуха все-таки привезти. Пчела, пускай везет петуха и квахтуху с цыплятами. Она думает, наконец-то я дома. Созывает вокруг себя. Не бойтесь, мы дома. Все, друзья, а знаете, почему в сегодняшнем видео Валентина ничего вкусного не приготовила? Валентине некогда было. Не ври. Мы, как и вы, после Пасхи все доедали. В следующем видео уже будем что-нибудь готовить. Уже супчика хочется. Все, до скорой встречи, до свидания, всем пока. Пока-пока.